Всем привет, это канал Хантер Ольга, и сегодня мы расскажем вам о палатках, которые сами используем уже много лет. Палатки, которые проверены временем и погодными условиями. Мы их очень любим и часто берем с собой в поездки. Каждая из них уникальна и удобна по-своему. Так, это вариант машинной палатки. Далеко вы ее сами не утащите, точно не палатка легкохода. Установка этой палатки не займет много времени и сил у вас. Достаточно достать ее из чехла, расправить 4 дуги и легким движением потянуть за механизм. Примерно как в рекламе. Осталось нам только укрепить. Очень большие мощные колышки. Советуем приобрести их. Вкручивается верхняя дверь, пристегивается. Так выглядит окно. Очень приятно в дождь сидеть в такой палатке. Еще очень большой плюс этой палатки. То есть, когда ты ее ставишь в дождь, внутренняя часть палатки, она остается сухой. Есть еще одна такая вещь, если сильный дождь. Змей! Так, можно накрывать сверху. Вот, берете крючочек и зацепляете. Все, палатка готова. Вот. Если натянуть еще боковые веревки, палатка очень-очень крепкая, потому что она состоит из 4 силовых дуг. И следующая наша палатка в нашей коллекции – это самая маленькая и компактная, идеально подходящая для путешествий налегке. Мы часто берем ее с собой, когда летим в другую страну. Благодаря своему размеру она легко помещается в багаж и почти не занимает места. Палатка состоит из 3 дуг, которые мы аккуратно достаем и раскладываем. Упаковочные пакеты все в один, чтобы их не унесло ветром. После того, как мы определились с местом, раскладываем низ палатки и устанавливаем дуги. Это может превратиться в настоящий квест, особенно после долгого дня путешествий. Но пройти этот уровень просто необходимо, ведь от этого зависит, где мы будем ночевать. Но не переживайте, немного терпения, пара глубоких вдохов, и вы обязательно одержите победу в этом сражении. Сразу говорю про особенность этой палатки. Вот посмотрите, какой величины сетка. То есть из-за того, что много места занимает сетка, она достаточно легкая, но и достаточно прохладно. Летом в ней хорошо. Зимой, естественно, нагревать ее будет трудновато, несмотря на то, что действительно маленького размера. И у нас осталась последняя дуга. Финальный штрих сборки палатки. Аккуратно вставляем ее на место, закрепляем все соединения, восстанавливаем форму конструкции и застегиваем последнюю клипсу. С каждым движением палатка обретает свою форму, превращаясь из набора тканей и дуг в уютное укрытие. Теперь можно выйти, отойти на шаг и полюбоваться результатом и почувствовать легкое удовлетворение от того, что маленькое приключение под названием «Сборка палатки» завершилось успешно. Как мы и обещали, показываем нашу 3-ю палатку, с которой обычно отправляемся в путешествие на мотоцикле. Она немного больше нашей самой компактной модели и рассчитана на 3 человек. На практике же в ней комфортно размещаются 2 человека и остается достаточно места для сумок и снаряжения. Главное отличие этой палатки от предыдущей в том, что внутренняя комната и верхний тент уже соединены, и это упрощает процесс установки. Эта палатка отличный выбор, где важен баланс между комфортом и компактностью. И вот такие вот колышки идут в комплекте с этой палаткой. Честно говоря, мне они не очень устраивают, достаточно острые, и очень часто я режусь об них. В будущем их просто надо заменить. Эта палатка тоже оснащена 3 дугами, которые мы сейчас соберем. Далее будем разбираться, как правильно крепятся эти дуги к конструкции. Как и предыдущие модели, эта палатка двойная.
Но есть одно отличие. Внутренняя комната уже соединена с верхним тентом. Это значительно упрощает процесс установки и делает ее более удобной для быстрых сборов в дороге. В этой палатке есть небольшая подсказка, которая делает процесс сборки еще проще. 2 дуги имеют зеленые концы, а 1 серый. Как вы можете видеть, каждая дуга вставляется в специальный кармашек-туннель, и на его конце тоже есть цветовая маркировка. Там, где зеленая ленточка, вставляем дугу с зеленым концом, а серый конец идет в туннель с серой меткой. Такая система помогает быстро и без ошибок собрать палатку, даже если вы делаете это впервые или в условиях плохой видимости. Теперь осталось ставить дуги в круглые отверстия, и наша палатка почти готова к бою с природой. Как всегда, действуем осторожно. Если вдруг что-то не вставляется, помним, это палатка, а не штанга в спортзале. Сила здесь не поможет. Немного терпения, пара вздохов, философского настроя, и конструкция встанет как по волшебству. А если нет, значит палатка просто решила проверить ваше чувство юмора. Теперь переходим к установке коридора. Берем колышки и аккуратно натягиваем тент и вбиваем их в землю. Этот шаг придаст палатке окончательную форму, и она уже будет выглядеть так, как будет радовать нас всю поездку. У этой палатки вход заметно больше и выше, чем у нашей маленькой модели. Да и сама она просторнее, что добавляет комфорта, особенно после долгого дня в дороге. Теперь можно спокойно заходить и наслаждаться уютом в походных условиях.